150 лет непрерывных раскопок в Вавилоне. Немецкий археолог Роберт Кольдевей начал копать там в 1899 году и работал до 1917. После него еще десятки экспедиций. Суммарно ученые извлекли из этой земли тысячи клинописных табличек. Нашли ворота Иштар, 20-метровую стену из синего глазурованного кирпича. Нашли фундамент Вавилонской башни. Нашли личные архивы царя Навуходоносора II, где тот с маниакальной точностью перечисляет каждый построенный храм, каждую отремонтированную улицу, каждый вбитый столб. Висячих садов, одного из 7 чудес света, в этих архивах нет. Ни фундамента, ни водопровода, ни единого черепка, ничего. Это не конспирологическая версия, это официальный итог 1,5 веков тяжелейшей полевой работы. И тогда возникает вопрос, не где они были, а совершенно другой. Почему 27 столетий подряд все человечество искало их в чужом городе? Вавилон был настоящей мировой столицей. Это не метафора. В VI веке до нашей эры это крупнейший мегаполис на планете. Оборонительные стены такой ширины, что поверху ехали колесницы рядом. Огромные рынки. Административный аппарат с письменными отчетами о каждой мелочи. Навуходоносор II, царь, которому греческие историки приписали авторство садов, был человеком с почти патологической страстью к самодокументированию. Миллионы кирпичей в Вавилоне проштампованы его именем. Он записывал абсолютно все. Сколько блоков ушло на мостовую, как звали главного архитектора, сколько зерна выдали рабочим. Его строительные хроники сохранились прекрасно. Их изучили вдоль и поперек. Но о садах полное звенящее молчание. Один из ведущих ассириологов мира назовет это самым красноречивым отсутствием в истории древней письменности. И он абсолютно прав. А теперь добавим к этому физику. Вавилон стоит на абсолютно плоской пойменной равнине реки Ефрат. Создать там многоярусный террасный сад высотой с 5-этажный дом – это значит поднять тысячи тонн воды вверх в засушливый климат ежедневно. Без естественного перепада высот, без горного источника с мощным напором. Это инженерная задача, для решения которой сама водозаборная система была бы отдельным чудом света. Таких источников в Вавилоне нет и никогда не было. Представь, ты получил открытку с изображением поразительного, невероятного сада. На обороте красивым почерком написано «Вавилон». Ты едешь в Вавилон, ищешь. 20 лет, 50, 150. Его там нет. Потому что кто-то написал неверный адрес на конверте. И этот конверт пролежал нераспечатанным 27 веков. Но прежде чем мы найдем правильный адрес, нам нужно понять, почему лучшие умы человечества так отчаянно верили этой открытке. Почему все верили именно в Вавилон? Потому что у нас была история. И эта история была слишком хороша, чтобы от нее отказываться. Античные тексты рассказывали, что грозный Навуходоносор II взял в жены царевну Амитис, дочь медийского царя с севера, из страны высоких гор и зеленых долин. Она оказалась в Вавилоне, плоском, пыльном, раскаленном, без единого холма до самого горизонта. И царь, желая утешить тоскующую жену, приказал построить для нее горы, искусственные, из камня, смолы и земли, с огромными деревьями, цветами и текущей водой. Эта история впервые прозвучала у вавилонского жреца Бероса в 290 году до нашей эры. Затем ее подхватили греческие историки Диодор Сицилийский, Страбон. Она была красивее правды. Она была человечнее сухих клинописных отчетов о закупках зерна. Роберт Кольдевей, тот самый археолог, приехав в Вавилон, так сильно хотел найти эти сады, что, когда раскопал сводчатые подвалы в Южном дворце, немедленно объявил их фундаментом чуда света. Он проигнорировал то, что рядом нашли таблички с нормами выдачи кунжутного масла. Это был просто склад. Но сила мифа заставила великого ученого закрыть глаза на факты. Греки писали о Вавилоне, потому что для них он был культурной столицей, мифическим центром Азии. Если ты хочешь рассказать великую историю,
ты помещаешь ее в великие декорации. Так красивый адрес на конверте убедил нас сильнее, чем законы физики и здравый смысл. И мы продолжали бы копать пустую землю, если бы один человек не решил перечитать древние тексты на языке оригинала. 1992 год. Доктор Стефани Делли, выдающийся ассириолог Оксфордского университета, работает с оригинальными клинописными архивами. Аккадский язык мертвый. На нем говорили в Ассирии и Вавилонии 3000 лет назад, и он был расшифрован только в XIX веке. Делли читает его так же свободно, как мы читаем утренние новости. Она начинает сверять греческие переводы с ассирийскими оригиналами и натыкается на факт, который полностью меняет карту древнего мира. В 689 году до нашей эры ассирийский царь Синахирип разрушил Вавилон до основания. Он сравнял стены, затопил руины водами Ефрата, уничтожил город-конкурент. А потом сделал кое-что еще. То, что в школьных учебниках упоминают лишь вскользь. Он официально переименовал все главные ворота своей собственной столицы, Ниневии, в честь вавилонских богов. Он объявил Ниневию новым Вавилоном. На монетах, в официальных текстах, в клинописных указах. Слово «Вавилон» – «Бабилу» на аккадском – означает буквально «врата богов». Это был не просто город, это был статус, это был бренд. И Синахирип его хладнокровно экспроприировал. Вот почему греческие историки, описывавшие сады сотни лет спустя, все время писали слово «Вавилон» и технически были по-своему правы. Они называли правильное место, просто использовали его украденное имя. Делли внимательно перечитывает Диодора Сицилийского и находит деталь, которую 1,5 века упорно не замечали. Описывая барельефы рядом с садами, Диодор упоминает сцены охоты на львов. Жестокие, полные движения, невероятно натуралистичные. Но вавилонское искусство той эпохи выглядело совершенно иначе. Это были статичные геральдические фигуры на синих кирпичах. Никакой охоты, никакого движения. Сцены охоты на львов – это визитная карточка дворцов Ашурбанипала в Ниневии. Диодор невольно срисовал правильный адрес. Но Стефани Делли идет дальше текстов. Она смотрит на инженерию. Чтобы поднять воду на высоту многоярусного сада, нужен сложный механизм. Не просто канал с уклоном, нужен промышленный подъемник. В ассирийских текстах того времени Делли находит слово «аламитту». Это бронзовый спиральный вал, помещенный внутри трубы. При непрерывном вращении он гонит огромные массы воды снизу вверх. Если тебе это звучит знакомо, то потому что ровно этот же принцип 400 лет спустя опишет греческий гений Архимед. Этот механизм войдет во все учебники физики как винт Архимеда. Но Синахирип использовал его на 4 века раньше. Это и есть настоящая утерянная технология этой истории. Бронзовый насос колоссальной мощности в Ниневии, который история забыла вместе с настоящим именем города. А потом Делли открывает призму Тейлора. Это шестигранный глиняный цилиндр из Британского музея, плотно исписанный мелкой клинописью. Это личная летопись Синахириба, его собственные слова из 7 века до нашей эры. И там, среди рутинных описаний военных побед, Делли находит один абзац. «Высокий сад, подражающий горам Амана, я разбил рядом с дворцом, со всевозможными ароматическими растениями и фруктовыми деревьями, чтобы это стало чудом для всех народов». Он называет его чудом, сам, не греческий фантазер, не красивая легенда, сам строитель на обожженной глине. Адрес отправителя был на конверте все это время, просто никто не догадался его перевернуть. Итак, адрес найден, висячие сады существовали, только не в Вавилоне, они находились в Ниневии, столице безжалостной неоассирийской империи, на 300 километров севернее, у берегов реки Тигр. И построил их царь Синахирип. И вот здесь кроется самая неудобная, самая ироничная деталь этой истории. Путаницу, из-за которой его лишили славы создателя чуда света, создал он сам. Это его собственная военная пропаганда. Переименование Ниневии в Новый Вавилон сработало настолько идеально, что 27 веков спустя мы все еще ищем его шедевр в чужом городе. Он сам себя украл из истории. А теперь осознай масштаб того, что он построил.
Чтобы непрерывно поливать террасный сад в засушливом климате, Синаххириб возвел водопроводную сеть суммарной длиной 347 километров. От горного ущелья до Ниневии инженеры прорубили 50 километров открытого канала с математически выверенным уклоном. Когда на их пути встало глубокое ущелье, ассирийцы не пошли в обход. Они возвели каменный мост-акведук. 280 метров в длину, 22 метра в ширину, 443 520 блоков тонко обработанного белого известняка, скрепленных водонепроницаемым цементом. Весь этот колоссальный объем они возвели за 15 месяцев. Пока Синаххириб заканчивал этот акведук, на холмах в Италии пастухи ютились в соломенных хижинах. Место, где они жили, позже назовут Римом. На камнях этого акведука до сих пор высечены слова Синаххириба. Через крутые долины я перекинул акведук из белых известняковых блоков. Я заставил эти воды течь по нему. И у нас есть визуальное доказательство. Деталь, которую никогда не показывают в школе. В Британском музее хранится алебастровый барельеф, найденный в Ниневии. Он называется «Сцена в саду». На первый взгляд это абсолютная идиллия. Царь возлежит на ложе в тени густой виноградной лозы. Рядом сидит царица. Играют орфисты. Слуги мерно взмахивают опахалами. Вокруг цветут те самые многоярусные сады. Настоящие, запечатленные в камне. Но если присмотреться к левому верхнему углу этого барельефа, иллюзия рушится. Там, в ветвях мирно растущей сосны, висит отрубленная голова. Это царь Элама Теуман. Он был повержен ассирийцами, обезглавлен, и его голова стала украшением для царского пира. Пир в тени деревьев продолжается. Вот каким был этот сад на самом деле. Это не романтический подарок тоскующей жене. Это не место для спокойного созерцания природы. Это монументальная сцена абсолютной подавляющей власти. Технологический триумф, призванный показать: мы подчиняем не только другие народы, мы подчиняем сами законы природы. Красота и неприкрытый террор в одном кадре. И именно это изображение — единственное достоверное свидетельство висячих садов, дошедшее до наших дней. Стефани Делли опубликовала монографию в 2013 году. Оксфордский университет. 400 страниц клинописных источников, топографических карт и лингвистического анализа. 30 лет работы. И знаешь, что изменилось в массовом сознании? Почти ничего. Большинство людей до сих пор скажут: висячие сады — это Вавилон, это Навуходоносор, это жена-медянка, скучающая по горам. Красивая версия победила правильную, потому что красивая версия пришла на 2000 лет раньше. И вот где настоящий урок этой истории. Синаххириб сделал все правильно. Он положил свое имя на каждый камень акведука. 443 тысячи блоков. Каждый проштампован царской надписью. Он написал летопись. Он высек слова на глиняной призме. Он прямо назвал свой сад чудом. И все равно проиграл. Потому что жрец Берос написал другое имя на папирусе. Папирус разошелся по рукам греческих историков. Камни остались в земле под холмом Куюнджик. Есть холм в Турции, называется Хисарлык. До 1871 года просто холм, деревня рядом, ничего особенного. Потом немецкий купец Генрих Шлиман начал копать и объявил: это Троя. С этого момента это Троя. Навсегда. Не потому что вопрос закрыт окончательно, а потому что первый, кто воткнул лопату, дал имя, и имя прилипло. История — это не то, что было построено. История — это то, что было названо первым. Камни нейтральны, имена — никогда. Конверт с неверным адресом — это не редкость, это правило. Вавилон просто попался нам на глаза. Помнишь ту открытку из начала? Вавилон. Поразительный сад, неверный адрес. Адрес теперь известен. Сады действительно существовали. И тот самый каменный акведук до сих пор стоит в Северном Ираке. 280 метров белого известняка над высохшим ущельем. 443 тысячи массивных блоков. Имя строителя высечено на каждом. Просто это не то имя, которое мы привыкли помнить. Напишите в комментариях всего одно слово. Какой именно момент из этого видео
вы расскажете кому-нибудь сегодня. Сделайте это не для алгоритмов, а потому что это единственный способ, которым правильные адреса вообще могут добраться до людей сквозь шум красивых мифов. Пока ученые продолжают копать древние холмы, мы продолжим искать ответы. До встречи.